Как твое имя, отчество и фамилия? Меня зовут Жарый Юрий Александрович. Туда, Юр, смотри. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал? Я Туда смотри. Съехал в город тогда Харькова. Где ты учишься? Я учусь в техническом училище. Юра, мы сейчас с тобой проведем сеанс. Только смотри, пожалуйста. Только на меня. В глаза мне смотреть. В глаза. Вперед. А теперь повернись спиной. Сосредоточь все внимание на моей руке. И ты почувствуешь, что моя рука тянет тебя назад. Хорошо. Руки разверни. Вот так. Вот так. Ну, Юра, сосредоточься. Вот отсюда. Все напряжение на руки. Еще руки напрягаются. Еще напрягаются. Всю волю. Все твое горячее желание победить ты сейчас сосредотачиваешь на своих руках. Напрягаются руки. Все больше и больше напрягаются руки. Напряжение в руках. Еще напрягаются руки. Напрягаются руки. Еще. Смотри на руки. Смотри на свои пальцы. Пальцы напрягаются все больше и больше. Вот отсюда. Все напряжение сейчас перейдет. Вот сюда. На твои пальцы. Хорошо. Смотри на руки. Пальцы напрягаются. Ну-ка, Юра, сосредоточься. Я скажу 3, и руки станут неподвижны. Внимание. Смотри на руки. 1, 2, 3. И руки неподвижны. Ты не можешь двигать руками. Ты пытаешься шевелить руками, но руки твои неподвижны. Тебе трудно сделать тонкое дифференцированное движение. Руки неподвижны. А сейчас я сниму это состояние, и ты будешь говорить. Только громко и четко, свободно и легко. Не боясь своего голоса, своей речи. Если ты сейчас будешь говорить так, ты на всю жизнь будешь говорить. Громко и четко. Внимание. На меня смотри. При слове 3 я снимаю напряжение с твоих рук и с твоей речи. 1, 2, 3. Громко и четко. Я могу говорить. Давай. Я могу говорить.
Дорога от станции шла через Игнатьево, поворачивала в сторону следу изгиба Вороны в километре от хутора, где мы жили тогда, до войны каждое лето, и через глухой дубовый лес уходила дальше, на Тамшино. Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля. Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец. Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда. Простите, девушка, я на Тамшино правильно иду? Вам не надо было от куста сворачивать. А это что? Что? Ну, что вы здесь сидите? Я здесь живу. Где, на заборе живете? А я не понимаю, что вас интересует, дорога на Тамшино или где я живу? А, здесь дом. Представляете, взял с собой все инструменты, а ключ позабыл. У вас случайно не найдется гвоздика или отвертки? Нет. Нет у меня гвоздика. А что вы так нервничаете? Дайте руку. Да дайте, я же врач. Ну? Вы мне мешаете, я не могу сосчитать. Ну что, мне мужа позвать, что ли? Да нет у вас никакого мужа. Кольца-то нет. Где кольцо обручальное? Хотя сейчас редко кто носит. Старики разве? А папиросу вас можно попросить? А почему вы такая грустная? А? Я не понимаю, почему вы так радуетесь. Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной. Знаете, вот я упал, и такие тут какие-то вещи, корни, кусты. А вы никогда не думали, вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, может, даже постигают? Деревья, орешник вот этот. Это ольха. Да это не важно. Никуда не бегают. Это мы все бегаем, суетимся, все пошлости говорим. Это все от того, что мы природе, что в нас не верим. Все какая-то недоверчивость, торопливость, что ли. Отсутствие времени, чтобы подумать. Послушайте, у вас что-то... Ну. Я это уже слышал. Мне это не грозит, я же врач. А как же палата номер 6? Так это же он все выдумал, сочинил. А знаете что? Приходите к нам в Тамшино. Послушайте, У нас там даже весело бывает. у вас кровь Где? за ухом. С другой стороны. А,
свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась, и медленно клонилась нагота, и, просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословенье. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке. Дуня! Ах ты, Господи! Дуня! Паша! Ну что же это, Паша? Пожар, только не орите. Пожар! Ах ты, сукин! Ну, попадись ты мне. А может, это не наш Витька? А может, он там? Может, он сгорел? А Кланька где? А? Кланька? Кланька! Чего?
Алексей, Здравствуй, мам. что у тебя с голосом? Ты не здоров? Да ничего страшного. Ангина, наверное. Я тут 3 дня вообще ни с кем не разговаривал. Мне даже показалось, что хорошо помолчать. Все-таки слова не могут передать всего, что человек чувствует. Они какие-то вялые. Ты знаешь, как странно. Я тебя только что во сне видел. Как будто я еще ребенок. Кстати, мам, а в каком году от нас отец ушел? В 36-м или 37-м? Ну, во-первых, в 35-м. А потом зачем тебе все это? А пожар? Ну, помнишь, когда сеновал сгорел на хуторе? Все тогда же, в 35-м. Ладно, ты мне голову заморочил. Я, собственно, вот что. Ты знаешь, Лиза умерла. Какая Лиза? Ну, Лиза. Лизавета Павловна, с которой мы в типографии работали. Ну, на Серпуховке. О, Господи. Когда? Утром сегодня, в 7 часов. А сколько сейчас времени? Сейчас, собственно, что? Около 6, наверное. Утра? Что с тобой? Вечера, конечно. Слушай, мам, что мы все время ссоримся, а? Ну, в конце концов, прости меня, если я виноват. Следующая остановка Серпуховская. Куда это вы так спешите? Здравствуйте, Мария Николаевна. Где сверка, которую я вчера вычитывала? Я не знаю. Я ведь только неделю здесь. Я сейчас. Здесь Елизавета Павловна. Марусь, что? Что-нибудь в вечерних гранках? В Гаслитовском издании. Не нервничай. Надо посмотреть в шкафу, в наборном. Конечно, вы же сами их туда положили. Но ведь это же не беда, Маша. Маш. Господи, но ведь это же такое издание. Успокойся, Маш. Ой, это же в таком издании. Все образуется, Маш. Любое издание должно быть без опечаток. Ой. Замолчи, идиотка.
Что-нибудь случилось? Да нет, ничего страшного. Нет, ничего страшного, конечно, нет. Я просто хочу посмотреть, может быть, я ошибаюсь. Нет, то есть я не ошиблась. Вот именно, Маш, давай все по порядку. Нет, я лучше сама, я лучше одна посмотрю. Уж больно все срочно. Все спешат, всем некогда. Марусь, Вы думаете, я боюсь? я понимаю, что не боюсь. Пускай другие боятся. Пусть будет так. Кто-то будет работать, кто-то будет бояться. Ну и что случилось? Случилось, только что случилось. Ведь всю ночь печатали. С утра я тебя дожидался вчера. Они догадались, что ты не придешь. Ты помнишь, какая погода была, как в праздник? И я выходил без пальто. Сегодня пришла и устроили нам какой-то особенно пасмурный день и дождь, и особенно поздний час. И капли бегут по холодным ветвям. Ни словом унять, ни платком утереть. Ну, Маш, ведь ничего же не было, а? Все в порядке? Нет, это была просто дикая ошибка. Мне даже тебе сказать неприлично. Ну, тогда чего ж ты плачешь? И что это меня вдруг кольнуло? Я даже видела, как оно набрано, как оно выглядит, это слово. Какое? Ну? Маш. Да. Хорошо. Это спирт. Тут немного, но все к делу. Ты же мокрая вся насквозь. Посмотри, на кого-то похоже. Чучело. Ой, действительно, я же вся промокла. Господи. Так, я, пожалуй, пойду в душ. Я, пожалуй, пойду в душ. Где же гребенка? Боже мой. Ты знаешь, на кого сейчас похоже? На кого? На Марию Тимофеевну. Какую Марию Тимофеевну? На. Что на? Ты же гребенку ищешь, на. Слушай, ты можешь, наконец, нормально? Какую Марию Тимофеевну? Ну, была такая Мария Тимофеевна Лебяткина. Сестра капитана Лебяткина, жена Николая Всеволодовича Ставрогина. При чем тут все это? Нет, я просто хочу сказать, что ты поразительно похожа на Лебяткину. Ну, хорошо. Допустим. А чем же именно я на нее похожа?
Нет, все-таки, Федор Михайлович, что бы ты тут ни говорила. Что я не говорила? Лебяткин, принеси воды. Лебяткин, подавай башмаки. Вся только разница в том, что братец ей не приносит воды, а бьет ее смертным боем. А она-то думает, что все совершается по ее мановению. Ты прекрати цитировать и объясни, я не понимаю. Боже мой. Да вся твоя жизнь. Это принеси воды, да подавай башмаки. А что из этого выходит? Видимость независимости. Да и ты же пальцем шевельнуть попросту не умеешь. Если тебя что-нибудь не устраивает, ты или делаешь вид, что этого не существует, или нос воротишь. Чистюля ты. Ты у меня бьет, что ты такой огородишь. Нет, я просто поражаюсь терпению твоего бывшего муженька. По моим расчетам, он гораздо раньше должен был бы убежать. Опрометью. Я не понимаю, что он от меня хочет. А ты разве сознаешься когда-нибудь в чем, даже если сама виновата? Да никогда в жизни. Нет, это просто поразительно. Ведь ты же собственными руками создала всю эту ситуацию. Господи. Да если ты не сумела довести своего дрожайшего супруга до этого твоего бессмысленного, эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спасся. А что касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными. Перестань юродствовать. Маша. 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 Ну что ты? Маш. Ну что ты, ей-богу? Оставь меня в покое. Земную жизнь, пройдя до половины, я заблудилась в сумрачном лесу. Ты что, забыла? Я всегда говорил, что ты похожа на мою мать. Видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя. Да? А почему же с ужасом? Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать. Даже когда я просто вспоминаю и детство, и мать, то у матери почему-то всегда твое лицо. А, впрочем, я знаю почему. Жалко вас обеих одинаково. И тебя, и ее. Почему жалко? Игнат, не валяй дурака. Поставь стакан на место. А ты ни с кем не сможешь жить нормально. Вполне возможно. Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. Угу. Ты только требуешь. Это, наверное, потому что меня женщины воспитывали. Кстати, если не хочешь, чтобы Игнат стал таким же, как я, выходи скорее замуж. За кого? Ну, это уж я не знаю, за кого.
или отдай Игната мне. Ты почему с матерью не помирился до сих пор? Ведь ты же виноват. Я виноват? В чем? В том, что она внушила себе, что лучше меня знает, как мне жить? Или что, в конце концов, может сделать меня счастливым? Тебя счастливым? Ну, во всяком случае, что касается матери меня, то я острее все это чувствую, чем ты со стороны. Что? Что ты чувствуешь острее? А то, что мы удаляемся друг от друга. И что я ничего не смогу с этим сделать. Pero que no tengo yo las señas, no sé dónde va a ir yo. Me dice él, bueno, chico, ya no las arreglaremos. Bueno, entrego las maletas. Dice, salimos a la calle y dice, María, ven aquí, María. Dice, ¿qué pasa? Dice, pues mira, Слушай, Наталья, отвлеки его как-нибудь. Он опять начал рассказывать об Испании. Все заведутся, кончится все это скандалом. Хорошо. Le puede ayudar. Dice, ¿usted sabe aquí alguna casa? Я вот о чем тебя попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. Игнат очень хочет с тобой пожить неделю. Как ты на это смотришь? Ну, конечно, с удовольствием. Буду очень рад. Preparando el toro. Todo tranquilo. Prepara, pero con una manera. Con el estoque en la mano, se va acercando al toro poco a poco. Toro firme, firme. Se va acercando, lo prepara y se menearse del sitio con las puntillas aquí. El toro coge la muleta, da un paso y se la mete hasta lo último. Что он говорит, Ангель? Он показывает знаменитого матадора Палому Линарес. Qué чушь. ¡Al público! Eso. Bueno, pero eso es Palomo Linares. Bueno, la corrida muy bien, claro, pero lo que más me impresionó fue la despedida. Él no lloraba, mi padre nunca llora, pero nos encontramos con los ojos y sentíamos los dos lo más seguro la misma cosa. No sé qué pensaba él. En ese momento yo pensaba, nos veremos otra vez. Pero yo creo que él me lo dio con sus ojos. Но больше всего его взволновал последний вечер, прощание. Eso no se puede hablar ni contar. Весь город его провожал, все пели, плясали. Мать не могла провожать его. Она болела. А отец стоял в стороне, пока все пели. Грустный какой-то и молчаливый. Когда он посмотрел ему в глаза, он понял, что они думают об одном и том же. Увидятся ли они когда-нибудь или нет. Navegando me perdí, por esos mares de Dios. Ты что, издеваешься? Столько времени тебя учили, ничего у тебя не получалось. Оказывается, ты можешь. Бальтун бил Испания и ничего не понял. Луиса, а вам никогда не хотелось вернуться в Испанию? Мне? Я не могу. У меня муж русский. И дети тоже русские. Oye, ¿qué te pasa, Luisa? ¿Por qué te vas? Ничего, я сама сейчас с ним поговорю. Ты иди в комнату. Луиса! Ay, navegando me perdí y con la luz de tus ojos a Puerto de Mar salí, a Puerto de Mar salí. No la abandones. Pasa, pasa. ¡Qué pena, cuídate!
Игнат! Иди сюда, я ухожу. Господи. Давай. Ага. Это вечная история. Вот спешишь ведь. Да ты не складывай, давай прям так, некогда. Ой, током. Что? Током что-то бьет. Каким током? Как будто это уже было всего один раз. Тоже деньги собирал. Что? А я вообще тут первый раз. Давай сюда деньги. Перестань фантазировать, я тебя очень прошу. Ну ладно, слушай, ты собери тут, чтобы грязи не было, ладно?
Слушай, ты здесь, пожалуйста, ничего не трогай. И потом, если придет Мария Николаевна, скажи ей, чтобы она никуда не уходила, хорошо? Входи, входи. Здравствуй. Евгения Васильевна, еще одну чашечку для молодого человека. Хорошо? Достань-ка, пожалуйста, тетрадь. Там из шкафа на третьей полке, с края. Да-да, спасибо. Ну-ка, прочти мне страницу, которая лентой заложена. Руссо в дижонской диссертации на вопрос, как влияют науки и искусство на нравы людей, ответил отрицательно. Нет-нет, читай только то, что подчеркнуто красным карандашом. У нас мало времени. Несмотря на то... Ой, нет. Нет сомнения, что разделение церквей отъединило нас от Европы, и что мы не принимали участие ни в одном из великих событий, которые ее потрясали. Но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератор меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Из письма Пушкина Чаадаеву, 19 октября 1836 года. Иди, открой. Ой, я, кажется, не туда попала. Эй!
Ренат, ну, как ты там? Все в порядке? Ага. Мария Николаевна не приходила? Да нет, приходила какая-то. Не в ту квартиру попала. Ты бы там занялся чем-нибудь. Только хаоса не устраивай. Или позови кого-нибудь в гости. У тебя есть знакомые? Ребята, девочки? Из класса. Они, да ну их. Я в твоем возрасте уже влюблялся во время войны. Такая рыжая-рыжая, и губы у нее все время трескались, до сих пор помню. За ней еще наш военрук бегал контуженный. Ты меня слышишь? А ты? Куда ты стрелял? Думаешь, я не видел? Ты вверх стрелял. А за это знаешь, что тебе? А чего я сделал? Как это чего? Там же никого нет. А если бы был? Где? Там ведь деревья. А если бы кто на дерево залез? Хам! Кругом была команда. Ну чего безобразите? Положь винтовку на место. Я и повернулся кругом. Устав строевой службы проходил? Проходил или нет? Кругом по-русски означает кругом. Именно то, что я сделал. Поворот кругом, как мне кажется, означает поворот на 360 градусов. Каких? Каких еще градусов, Асафьев? Хам! На огневые позиции. Шагом. Марш! А я тебя за родителями отправлю. За какими родителями? За такими, какими надо. Что за огневая позиция? Не понимаю. А ну ложись на мат. А Асафию родители в блокаду померли. Огневая позиция это... Огневая позиция, понял? Марков. Я. Определи основные части винтовки ТОС номер 8. Приклад. Дуло. Сам ты дула. А что ж тогда такое дуло?
Серега! Убьет! Она же учебная. А еще ленинградец. Блокадник. Осторожней, братцы! Предчувствиям не верю, и примет я не боюсь, ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом.
а стол один и прадеду, и внуку. Грядущее свершается сейчас, и если я приподнимаю руку, все 5 лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал, мы шли на юг, держали пыль над степью. Бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал, усами пророчил и гибелью грозил мне, как монах. Судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня, как нить, по свету не вела. Маруся? А дети? Дети где? Алёшка, я скажу, что ты чужую книжку украл. Чего? Скажу. А? Ну чего ты? Иди. Говори. Не скажу. Все равно скажу.
Марина! Марина! Ты хоть бы чаще появлялся у нас, знаешь, ведь как он скучает. Вот что, Наталья. Пускай Игнат живет со мной. М? Ты что, это серьезно? Ну, ты же сама как-то говорила, что он бы хотел этого. Тебе просто ничего нельзя сказать. Ты что, воображаешь, что все это я придумал для собственного удовольствия, развлечений? Давай без лишних эмоций спросим у него самого. Как он решит, так и, кстати, и тебе будет легче. В чем мне будет легче? Игнат. Ты учебники собрал? Иди попрощайся с отцом. Игнат, мы с мамой хотели тебя спросить. Чего? Может быть, тебе лучше у меня жить? Как? Ну, остаться здесь, будем жить вместе. В другую школу перейдешь. Ты ведь говорил как-то маме об этом, нет? Что говорил? Когда? Да нет, не надо. Нет, а мы с ней действительно очень похожи. Вот уж ничего общего. Что ты хочешь от матери? Каких отношений? А? Те, что были в детстве, невозможно. Ты не тот, она не та. То, что ты мне говоришь о своем каком-то чувстве вины перед ней, что она жизнь на вас угробила. Что ж ты от этого никуда не денешься? А ей от тебя ничего не нужно. Ей нужно, чтобы ты снова ребенком стал, чтобы она тебя могла на руках носить и защищать. Господи, что я лезу не в свое дело? Как всегда. Что ты воешь? Ты мне можешь объяснить?
выходить мне за него замуж или нет? Я хоть его знаю? Да не. Он украинец. Какое это имеет значение? Но все-таки чем он занимается? Ну, писатель. А его фамилия, случайно, не Достоевский? Достоевский. До сих пор ни черта не написал. Никому не известен. Лет 40, наверное, да? Значит, бездарность? Знаешь, ты очень изменился. Так вот, бездарен ничего не пишет. Почему он пишет, только не печатается? Он, полюбуйся. Наш дорогой двоечник что-то поджег. Теперь меня штрафуют. Ты совершенно напрасно иронизируешь насчет двоек. Вот не кончит он школу, загремит в армии, и будешь ты оббивать пороги, освобождать его от службы. Причем стыдно будет мне. Это все плоды твоего воспитания, между прочим. Он не готов к армии. Кстати, ничего с ним страшного в армии не случилось бы. Ты почему матери не звонишь? Она после смерти тети Лизы 3 дня лежала. Я не знал. Но ты же не звонишь. Она же должна была сюда прийти в 5 часов. А самому первый шаг трудно сделать. Мы ведь сейчас об Игнате разговариваем, кажется. Не знаю, может быть, я тоже виноват. Или мы просто обуржуазились? И буржуазность-то наша какая-то дремучая, азиатская. Вроде не накопители. У меня вон один костюм, в котором выйти можно. Частной собственности нет, благосостояние растет. Ничего понять нельзя. Ты что все время раздражаешься? У одних моих знакомых сын 15 лет пришел к родителям и говорит: ухожу от вас, все. Мне противно смотреть, как вы крутитесь, и вашим, и нашим. Хороший мальчик, не то что наш балбес. Наш ничего такого, к сожалению, не скажет. Представляю всех твоих знакомых. Между прочим, не хуже нас. Он в газете работает. Тоже, кстати, писателем себя считает. Только вот все никак не может понять, что книга – это не сочинительство, не заработок, а поступок. Поэт призван вызывать душевные потрясения, а не воспитывать идолопоклонников. Что мне все-таки делать, ничего не понимаю. Как что? Замуж выходить. А ты не помнишь, кому это куст горящий явился? Ну, ангел в виде куста. Не знаю, не помню. Во всяком случае, не Игнату. Может, его в Суворовское училище отдать? Моисею. Ангел в виде горящего куста явился пророку Моисею. Он еще там народ свой вывел через море. Почему мне ничего такого никогда не являлось? Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Он будто пытается заставить меня непременно вернуться в те до горечи дорогие места, где раньше стоял дом моего деда, в котором я родился 40 с лишним лет тому назад, прямо на обеденном столе, покрытом белой крахмальной скатертью. И каждый раз, когда я хочу войти в него, мне всегда что-то мешает. Мне часто снится этот сон. Я привык к этому. И когда я вижу бревенчатые стены, потемневшие от времени, и полуоткрытую дверь в темноту синей, я уже во сне знаю, что мне это только снится. И непосильная радость омрачается ожиданием
пробуждение. Иногда что-то случается, и мне перестают сниться и дом, и сосны вокруг дома моего детства. Тогда я начинаю тосковать. Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком и снова почувствую себя счастливым от того, что еще все впереди, еще все возможно. Мама. Ма, там открывай. Что с тобой? Здравствуйте. 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 Вы Надежда Петровна? А что, я вас раньше... Видите ли, я падчерица Матвея Ивановича Иванова. Они, по-моему, дружили с вашим мужем. Матвея Ивановича? Какого Матвея Ивановича? Иванов Матвей Иванович, врач. Он раньше жил здесь, в Завражье, а потом переехал в Юрьевец. А там он стал судебно-медицинским экспертом. А сами-то вы откуда? Из города? Мы, в общем-то, из Москвы, но в Юрьевце у нас комната. Мы эвакуировались прошлой осенью. А ты что уселся? Устал? Бомбежки в Москве начались. А у меня 2 детей.
А здесь все-таки у мамы старые связи. А Дмитрия Ивановича сейчас нету дома. Он в городе. Перестань чесаться, 1000 раз тебе говорю. Мне, собственно, вы нужны. У меня к вам маленький дамский секрет. Ну, проходите. Чего же здесь-то стоять? Потирайте ноги только. Маша полы мыла. Ты посиди здесь пока. Мы ненадолго.
А что же ты в темноте-то сидишь? Погасла? А почему ты нас не позвал? Тебя как звать-то? Алёша. А вы знаете, у меня тоже есть сын. Не такой большой, конечно. Ой, Господи, трудно сейчас с детьми. Война все-таки. А мне еще хочется дочку. Хотите посмотреть? Он сейчас спит. А мы его не разбудим? Мы потихонечку. Он у нас чудный. Он тут давеча подошел к отцу и спрашивает, а почему 5 копеек больше, а 10 меньше? Я прямо села. А Дмитрий Иванович так ничего и не ответил, не смог. Ему ведь поначалу дочку хотелось. Он даже имя ей придумал – Лора. А я приданное розовое приготовила. И конверт, и ленту. Пришлось все перешивать. Наделал нам хлопот разбойник. Мы ведь уж уверились было в дочке-то. Разбудили мы тебя все-таки, да? Вот у тебя мама-то. Болтает да болтает. Это кто к нам пришел-то? А? Незнакомые? Ну что же ты? Не проснешься никак. Ну и ладно. Ну и спи тогда. Засни, моя ягодка. Спи. А они идут мне? Как вы думаете? Вот только кольцо, оно не грубит меня, нет? Что с вами? Вы знаете, что-то нехорошо. Ой, это ведь вы, наверное, с дороги устали, а я сразу как-то не сообразила. Вот выпейте пока. Согрейтесь. Заболталась я совсем. Ведь ужин надо готовить. Из дома, небось, когда вышли? Ох, спасибо. Да вы не беспокойтесь, пожалуйста. Ну, как же я вас так-то отпущу? Да мы ведь поели перед уходом недавно. Ой, что-то у него кашель какой нехороший. Да, да бегает везде, дети, знаете. Нужно обязательно, чтобы его Дмитрий Иванович послушал. Кстати, он сейчас приедет. Нет, спасибо, мы не сможем подождать. Нам ведь 2 с лишним часа идти. А как же, сережки? Деньги-то у мужа. Смотрите, как мальчик-то устал. А мы сейчас петушка зарежем. Только у меня к вам просьба маленькая. Сама я на 4-м месяце. Тошнит меня все время. Даже когда корову даю. Подступает прямо. А уж петуха сейчас, сами понимаете. Вы бы не смогли? Вы знаете, я сама... Что, тоже? Нет, не в этом смысле. Просто мне не приходилось никогда. А, так это пар пустяков. В Москве-то ведь, небось, убитых ели. А я вот это все делаю здесь, на бревнышке. Вот топор Дмитрий Иванович утром наточил. Это что, прямо в комнате? А мы тазик подставим. А завтра утром я вам с собой курочку дам. Вы не думайте, это как презент. Вы знаете, я не смогу. Вот что значит наши женские слабости-то. Может, тогда Алёшу попросим? Мужчина все-таки. Нет, ну зачем же Алёшу? Тогда держите. Держите. Крепче держите, а то вырвется, всю посуду перебьет. Ну-ка. Ой, что-то мне все-таки... Ну?
Ничего. Успокойся, ничего. Все будет хорошо. Жалко, что вижу я тебя только когда мне уж очень плохо бывает. Ты меня слышишь? Да? Вот я и взлетела. Что с тобой, Маруся? Тебе плохо? Не удивляйся. Это так понятно. Я люблю тебя. А вы что, уходите? Поздно. Ну, а сережки? Сейчас Дмитрий Иванович приедет из города. Деньги-то у него. Нет, мы передумали. Извините, ради бога. 15 верст до города-то. Куда же вы? На ночь-то глядя. Ничего, вы не беспокойтесь, пожалуйста. У человека тело одно, как одиночка. Душе осточертела сплошная оболочка с ушами и глазами, величиной в пятак, и кожей шрам на шраме, надетый на костяк. Летит сквозь роговицу в небесную креницу, на ледяную спицу, на птичью колесницу, и слышит сквозь решетку живой тюрьмы своей лесов и нив трещотку, трубу 7 морей. Душе грешно без тела, как телу без сорочки, ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Загадка без разгадки. Кто возвратится вспять, сплясав на той площадке, где некому плясать? И снится мне другая душа в другой одежде, горит, перебегая от робости к надежде, огнем, как спирт без тени, уходит по земле на память гроздь сирени, оставив на столе. Дитя, беги, не сетуй над Эвредикой бедной, и палочкой по свету гони свой обруч медный, пока хоть в четверть слуха в ответ на каждый шаг. И весело, и сухо земля шумит в ушах.
Мам, там керосинка коптит. Что? Все будет зависеть от него самого. Неужели ангина могла дать такие последствия? При чем здесь ангина? Это обычный случай. Обычный? Вы знаете, неожиданно умирает мать, жена, ребенок. Несколько дней человека нет, а был совершенно здоров. Но ведь у него никто не умирал. Ну, есть ведь совесть, память. А при чем тут память? Вы считаете, что он в чем-то виноват? Да нет, это он так считает. Оставьте меня в покое. Простите, вы что-то сказали? Оставьте меня в покое. В конце концов, я хотел быть просто счастливым. Да. А что будет с матерью? С твоей матерью, если ты не встанешь? Ничего, ничего. Все обойдется. Все будет. А? Тебе кого больше хочется, мальчика или девочку?